Это случилось. Георгий Мамардашвили дебютировал за Ливерпуль, провел первый матч, сыграл на 0 и уже даже успел второй матч провести. Но мы с вами же совсем не разбирались, как он вообще попал в эту команду. Давайте по порядку, поехали! Друзья, приветствую всех на канале, тех, кто уже давно меня смотрит, или те, кто вдруг болельщики Ливерпуля зашли случайно. Здесь я слежу за всеми грузинскими футболистами, за сборной Грузии. И в этом году мы будем очень много говорить и про Ливерпуль, и про ПСЖ, про Хвичу, про Мамардашвили, про всех грузинских футболистов, которые этого достойны, а таких сейчас очень много. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и погнали в увлекательное путешествие по просторам Грузии и Ливерпуля. Что нужно знать о переходе Георгия Мамардашвили? Я сейчас не буду вам рассказывать историю пацана из Тбилиси, который поехал в 10 лет играть в академию футбольного клуба Гагра, и потом вот он там развивался, потом попал в Динамо Тбилиси, Рустави, Тбилисский Локомотив, матч против московского Динамо, потом как сыграли с Гранадой, и потом переход в Испанию. Я думаю, уже много видео на эту тему. Ну, кстати, если вы хотите подобное видео с подробным разбором карьеры Георгия Мамардашвили, тоже пишите в комментариях. Я думаю, что это тоже можно сделать, если у вас есть такой интерес. Я хотел бы рассказать вам немного о другом. 2024 год, Грузия играет на Евро. Тот самый матч против сборной Чехии, вы наверняка его помните. 11 сейвов Георгия Мамардашвили, он лучший игрок матча. Грузия цепляется за очки, вообще за путевку и шанс выйти в плей-офф. И Георгий вообще становится одним из лучших вратарей на этом турнире. Да, потом обыгрывают Португалию, с Испанией уже гораздо сложнее. И как будто бы, вот знаете, на месяц такая тишина, ничего мы не знаем о будущем Георгия, он по-прежнему игрок Валенсии. А в конце августа появляются уже вот такие новости. Георгий Мамардашвили летит в Ливерпуль для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом. И любопытно, как на эту новость реагирует тогдашний номер 1 Алисон Бекер, вратарь Ливерпуля. Клубу нужно готовиться к будущему. Я знал об интересе к Мамардашвили еще до того, как об этом начали писать СМИ. Это хороший посыл для меня, потому что клуб заботится о будущем. Со своей стороны могу сказать, что пока у меня есть контракт, я счастлив в клубе, а клуб счастлив со мной, я останусь. Ну, Алисона никто не выгонял, поэтому это нормально. Ну, что будет он говорить после первых месяцев Мамардашвили в клубе, это мы, конечно же, посмотрим. Любопытно также привести слова Давида Мамардашвили, отца Георгия. И вот, что он сказал. Мы, когда играли на чемпионате Европы, думали только о матчах сборной Грузии, а после окончания Евро начали работать над трансфером. Кроме Ливерпуля были варианты, которые мы ждали, но там не получилось, к сожалению, и мы выбрали Ливерпуль. Все клубы ждали окончания чемпионата Европы, у нас на руках остался один реальный вариант – Ливерпуль. Я хочу сказать спасибо большое болельщикам из России за то, что во время чемпионата Европы поддерживали Георгия. Это из интервью Meta Ratings. Знаете, любопытно, что здесь отец Георгия Мамардашвили говорит, как будто бы Ливерпуль это какой-то Сандерленд или Вест Бромвич, как будто вот, ну, не было у нас больше вариантов, к сожалению, Ливерпуль. Ну что, у кого вообще такие контракты есть? Покажите мне их. Не так мало таких футболистов, поэтому давайте за Георгия порадуемся. Ну и, наверное, стоит также привести и цитату самого Георгия, что он сказал, когда стал игроком Ливерпуля. Когда я согласился перейти в Ливерпуль год назад, я почувствовал, что в моей жизни начинается что-то очень большое. И теперь я, наконец, в полной мере ощущаю, что такое быть игроком этого клуба. Вот это Георгий сказал, уже приехав в Ливерпуль, спустя год, уже когда была полноценная презентация. Ну вот. И Ливерпуль, кстати, записал с ним большое интервью, к которому мы еще вернемся. Ну, вот так начался путь Георгия. И почему я рассказал про Евро? Потому что, ну, это важный шаг, конечно, потому что не будь Евро, ну, не факт, что Ливерпуль бы вообще заметил грузинского голкипера. Ну, и не факт, что они бы так в него поверили. У меня очень большие сомнения, по крайней мере. Друзья, пока вы смотрите это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что впереди классный сезон с кучей грузинских футболистов и будет еще интересней. Идем дальше. Что было после этого? Понятно, что был сезон в Валенсии, очень много ярких матчей. Валенсия играла неудачно, шла внизу, но потом пришел новый тренер, все наладилось. И, конечно же, мы с вами помним прекрасный матч против мадридского Реала, пенальти от Винисиуса, сейв против Мбаппе, победа Валенсии и просто король Мамардашвили, сумасшедшие оценки, сумасшедшая пресса. Ну, а Валенсия чуть даже из-за Еврокубки не зацепилась, но в итоге не зацепилась. Ну да ладно, остались в Примере.
Тем не менее, после уже окончания сезона, после последней домашней игры, Георгий вот так вот попрощался со всем стадионом. Много там теплых слов написал в соцсетях, и все. В отличие от Хвичи, который готовился к клубному чемпионату мира и там собирал чемоданы в Америку, Георгий спокойно отдыхал у себя на родине, и потом 1 июля он уже вот первый день, скажем так, контракта вместе с агентом отправился в Ливерпуль. К сожалению, конечно, это время было омрачено другим трагическим событием. Это гибель Диого Жоты и его брата в автокатастрофе, и, наверное, весь акцент был туда смещен. Мы видели очень много постов на эту тематику, много пожеланий от клубов, соболезнований и прочего, и прочего. В том числе Георгий Мамардашвили сам ходил на мемориал и присутствовал на похоронах. Ну, в общем, такое было темное время в истории Ливерпуля. В итоге номер Диого закрепили за ним пожизненно, и вот он даже на сайте появился, если вы не видели. Но мы с вами, конечно же, ждали дебюта полноценного Георгия за новый клуб, и он состоялся 13 июля в воскресенье в матче против Престона. Это был особый матч для Ливерпуля, нужно тоже это понимать. Первая игра после такой трагедии, и, конечно же, в начале игры было знаменитое «You will never walk alone». Давайте посмотрим, как это было. Георгий выходил на поле в стартовом составе, что примечательно, и вместе со всеми большими звездами, такими как, например, Мухаммед Салах. Конечно же, была минута молчания. И давайте посмотрим такой небольшой обзорчик, то, что мне удалось найти на ютубе. Не так было много моментов, но я, в частности, хотел бы отметить вот эту передачу на Федерико Кьеза. Посмотрите, фанаты Ливерпуля говорили, что и это Георгий, который, в общем-то, не очень хорошо играет ногами, выдает вот такую передачу в своем первом матче. И очень хотелось бы, чтобы Федерико забил. Он там завозюкался с мячом, офсайда не было. Блестящая передача, еще раз посмотрите. Но, к сожалению, закончился этот момент ничем, а какое могло бы быть начало. Потом к концу тайма как будто бы Престон сначала пропустил, стоит сказать, уже при счете 1-0. Как будто бы он оклемался, но забивать, даже создавать моменты толком не получалось. Было несколько таких подходов, но там даже Георгию не приходилось вступать в игру, потому что попытки эти были совсем неточными. Вот разве что был выход на 44-й минуте, ну и из прессинга Георгий вроде бы без проблем выходил, участвуя вот в этих квадратах, которые защита Ливерпуля устраивала. Так тайм закончился со счетом 1-0, потом Георгия заменили, в итоге Ливерпуль выиграл игру со счетом 3-1, но буквально через пару дней появилось и большое интервью Георгия Мамардашвили, о котором я вам хотел бы тоже рассказать. Кстати, Георгий выступал в этом матче под 56-м номером. Я не знаю, чем это вызвано и под каким номером он будет играть по сезону, ну давайте посмотрим. И вот что говорит Георгий. Особенный момент в моей жизни, дебютирую за Ливерпуль. Я горжусь тем, что стал первым грузинским игроком, представляющим этот легендарный клуб. Я знаю, что это значит для моей семьи и для всего грузинского народа. Спасибо за поддержку, это только начало. К слову, Георгий на данный момент является 7-м по стоимости голкипером в мире, представляете? 30 миллионов евро, такова его стоимость, хотя некоторые болельщики, повторюсь, считают, что этого даже очень мало. Давайте еще обратимся к интервью и послушаем, что Георгий говорил в этой беседе с пресс-службой Ливерпуля. Когда я был младше и смотрел на YouTube видео про легендарных вратарей, среди них были и вратари Ливерпуля. Конечно, Пепе Рейна, Ежи Дудек, теперь и Алисон Беккер. У Ливерпуля большое наследие, что касается вратарской позиции. И я хочу написать в истории клуба свою собственную главу. Наш тренер вратарей в Валенсии Хосе Мануэль Очатарена раньше работал в Ливерпуле. Он прекрасный человек и отличный тренер. Он был одним из первых, кому я рассказал о предложении Ливерпуля. И он, как только услышал это, сразу сказал: просто подписывай контракт и не думай ни о чем. Спасибо за все и скоро увидимся, Хосе. Кстати, вот здесь и про Жоту у него спрашивают. С момента твоего прихода клуб пережил очень трудный период из-за трагической гибели Диого Жоты и Андре Силвы. Насколько сплотился состав, насколько он поддерживал друг друга и тебя, и всех новичков? Да, когда я приехал, это был действительно тяжелый момент для клуба, но все в клубе поддерживали друг друга. Я вижу, что это большая семья, мы не просто команда,
Мы люди, которые заботятся друг о друге. Да, ну знаете, вот все-таки You will never walk alone и традиция Ливерпуля — это не пустые слова, и мне кажется, что Георгий Мамардашвили этим подтверждает. И здесь стоит обратить внимание на другие вопросы, связанные с Диого, которые ему задали. Ты никогда не играл с Диого, но встречался с ним на Евро? Да, у меня не было шанса играть с ним, но я играл против него на Евро 2024. Я видел, каким невероятным игроком он был. Я видел истории, сообщения, любовь людей к нему. Он был потрясающим человеком за пределами поля. Ты пристально следил за Ливерпулем в прошлом сезоне. Это был особенный сезон. Конечно, я смотрел все игры с чувством, будто уже был частью команды. Когда ты наблюдал за завоеванием титула и празднованием? О, это было потрясающе видеть фанатов, как они праздновали. Это напоминание, насколько Ливерпуль важен для людей. Знаете, вообще вот это чувство сопричастности — это элемент ДНК Энфилда и футбольного клуба Ливерпуль, и радует, что Георгий это уже прекрасно понимает. Ты стал первым грузинским игроком в Ливерпуле. Что это значит? Конечно, я очень горд. Это значит многое для моей семьи и для всей Грузии. Как отреагировали в Грузии? О, я никогда не забуду этот день. Столько сообщений, столько эмоций. Все были счастливы и вдохновлены. Расскажи про путь к Ливерпулю. О, мой путь начался в Грузии, на маленьких полях. Я 3 года играл в первой лиге и постепенно вошел в состав национальной сборной. А в 20 у меня появилась возможность поехать в Испанию. И там я начал новую жизнь с новым языком, культурой, людьми. Первый год без знания каких-либо иностранных языков был действительно очень тяжелым. Ты теперь в группе с Алисоном. Да, он один из лучших вратарей мира. Я счастлив работать с ним. Ты рад учиться у него? Конечно, не могу дождаться начала работы. Но ты ведь сюда не просто учиться приехал. Конечно, я люблю вызовы. Я здесь, чтобы выкладываться на все 100 и помогать этой команде. А расскажи, какой ты вратарь? Я не люблю слишком много говорить о себе, но я думаю, что очень спокойный, сосредоточенный и очень быстр и проворен в воротах. А что ты думаешь о тренере Арне Слоте? Я уже встретился с ним, и у меня осталось очень позитивное впечатление от этой встречи. Первый матч против Престона. Какие эмоции? Да, первый раз перед фанатами Ливерпуля. Это было действительно повод для гордости в моей жизни. И это придало мне настоящую мотивацию продолжать совершенствоваться, развиваться и отдавать этому клубу все, что я могу. Чего ты хочешь достичь в Ливерпуле? У клуба большие амбиции, и я хочу быть частью этого пути. Есть какое-то послание для фанатов. Я знаю, что значит носить эту футболку. Я здесь, чтобы отдавать всего себя. Спасибо всем грузинским болельщикам. Я горд представлять Грузию здесь. Да, конечно, я знаю, какие обязательства связаны с тем, чтобы носить футболку этого клуба. Этот логотип значит так много для большого количества людей. Я здесь, чтобы выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче, помогать команде и заслужить доверие наших фанатов. История Мамардашвили — это история мечты, дисциплины и веры в себя. Для Ливерпуля сейчас он новая восходящая звезда, для Грузии уже, наверное, национальная гордость. И для нас это повод следить за АПЛ, за Ливерпулем, вообще иначе за чемпионатом Англии. И, конечно же, ждать скорейшего дебюта этого голкипера. Ну а пока давайте в заключение еще посмотрим, что уже Георгий творит на тренировках в составе Ливерпуля. К слову, сейчас Ливерпуль проводит свои сборы в Азии, в Сингапуре, и посмотрите, там уже много интересного контента в пресс-службе Ливерпуля. Вообще, наверное, подписывайтесь тоже на соцсети Ливерпуля, потому что там Георгия вниманием не обделяют, и вот такая была забавная викторина с футболистами. Посмотрите, что спросили в итоге у Георгия. Who is the most Georgian guy of the team? You heard the question, no? Me, brother. Who is the best player in FC? Okay, good question. Oh, we are doing interview and you come to disturb us. Shut up, man. I have a question. Who is the best player at EFC? I don't know yet because obviously Yeah, but you have to guess or... I know Flo is very good. Really? I'm not saying it because he's my friend, but I know he's very, very good. Yeah? But I'm better. that is you. Ну а перед Сингапуром был еще Китай, и там даже заставили Георгия говорить на китайском языке. Momo
Mayday. Okay. Друзья, вот такая история. Я надеюсь, что вам было интересно. Пишите, что вы ожидаете от первого сезона Георгия Мамардашвили в Ливерпуле. Ожидаете ли вы встречи Георгия с Хвичей в Лиге Чемпионов? Я бы очень хотел этого противостояния. Надеюсь, что... Тем более, что сейчас жеребьевка такая, что очень много классных матчей у нас может быть уже в групповом этапе. И Ливерпуль-ПСЖ уже это такая некая вывеска после прошлого сезона, после матчей 1/8 финала. Хотелось бы ее повторения, тем более, ну, наверное, тогда, когда Георгий уже станет игроком основного состава, а я уверен, что однажды это случится. Тут вопрос просто, когда у него этот шанс появится. Ну, судя по тренировкам, это вопрос времени. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди разбор того, что происходит во французском Метсе. Там сразу 2 грузинских футболиста. Мы, конечно же, не теряем из виду грузинские клубы, которые играют сейчас в квалификации Еврокубков. Ну, в общем, сейчас все набирает обороты. Давайте потихоньку втягиваться, выходить на прежний уровень, ставить лайки, следить за Георгием, который, кстати, сегодня уже сыграет с Миланом. Ну, не знаю, сыграет ли Георгий, но Ливерпуль сыграет с Миланом. А 10 августа матч Ливерпуль-Кристал Пэлас, Суперкубок Англии, старт сезона, вау, а 13-го и Хвичи сыграет с Тоттенхем. Ну, короче, все вернется совсем скоро, поэтому отдыхаем, пока есть возможность, и ждем новых матчей. До новых встреч, нахвамдис.